На этом перекрестке происходит главная борьба за выживание в этой автомобильной возне. Как видите, объезжают не только слева по встречке, но и справа по обочине пытаются, кто успевает влезть. Всем привет, друзья! Я тут ковырялся в архивах и нашел самое первое видео с территории беззакония. Посмотрел, мне показалось оно таким милым, и я его перемонтировал, немножко улучшил качество, и предлагаю посмотреть его вам, вспомнить, как все это начиналось. Это Новая Москва, поселок Астафьево. Каждое утро с 7 до 8 утра здесь можно наблюдать вот такую картину. Постоянные пробки, и люди вынуждены стоять и преодолевать это расстояние за час-полтора. Хотя при обычном движении проезжаешь здесь минут за 15. Первая пробка образовывается вот на этом абсолютно бестолковом перекрестке, который сделали уже власти Новой Москвы. Сделали эстакаду через переезд в Щербинку, но при этом абсолютно не подумали о том, как будут люди поворачивать именно на кольцо в НИИ-ЖД. И поэтому здесь каждый раз вот такая вот клоака, скажем так. Этот перекресток может преодолеваться минут 20, потому что тебе надо подъехать до светофора, там развернуться и поехать в обратную сторону. При этом машины идут с трех направлений. То есть непосредственно с Щербинки, с Нового района и с Астафьева. Или там с Подольска, например. После того, как ты преодолел этот адский перекресток, ты начинаешь въезжать в узкое горлышко дороги двухполосной, ведущей к кольцу НИИ-ЖД. В это время, нарушая правила дорожного движения, слева начинают вклиниваться те, кто считает, что им нужно побыстрее. Соответственно, здесь получается три полосы сходятся в одну, и дальше точно так же тормозят все остальные. Некоторые умудряются объезжать этот поток по встречке, соответственно, вклиниваются, и дальше все стоят. Когда заканчивается нормальный асфальт, начинается вот такая грунтовка. Вот эта дорога, она власти Москвы ее не могут как определить, кому она принадлежит, кто за ней будет ухаживать, кто ее будет ремонтировать. Ее периодически засыпают гравием всяческим, и даже каток по ней проезжает, но в распутицу и вообще после дождя любого начинаются образовываться ямы, и, соответственно, все очень сильно тормозят в ней. Плюс ко всему здесь, как вы видите, дорога довольно-таки широкая, и люди едут по встречке в 2, а то и в 3 ряда. Естественно, эта широкая дорога заканчивается узким горлышком, который перетекает в один ряд. И из-за этого стоит вообще все. На этом перекрестке происходит главная борьба за выживание в этой автомобильной возне. Как видите, объезжают не только слева по встречке, но и справа по обочине пытаются, кто успевает влезть. Так как слева по встречке объезжают 1, 2, а то и 3 ряда, к ним добавляются еще с левой дороги автомобили, которые проезжают через гаражи, то можно посчитать, что получается где-то 3-4 точно ряда пытаются влезть в одну полосу. Соответственно, те, кто едет по правилам в своем правом ряду, активно не пускают тех, кто пытается залезть, но те, кто пускают, к сожалению, это просто терпилы. По-другому их не назовешь. После того, как все друг о друге узнали, кто хороший человек, кто не очень, движение, в общем-то, нормализуется и едет до пересечения с Чечерским бульваром. Основная пробка все-таки видно, почему она образуется, видно в конце ролика. Этот выезд на Чечерский бульвар, он вместо того, чтобы его сделать нормальным, отдельной полосой, там построили заправку. Соответственно, все пытаются повернуть то, как может. Так что вот как-то так. Надеюсь, что власти Москвы посмотрят на это безобразие и примут уже какие-то меры, хоть что-то сделают с этой дорогой, как-то раздуют этот участок дороги. Потому что альтернативных путей нет. Хотя они, конечно, есть, но это по полям. Смотрите в других роликах, как все это дело можно объехать. Но только если у вас хорошая машина, сотая. Желаю всем беспробочной езды, чтобы вы не попадали в такие вот заторы. А если попадали, то выбирались из них максимально быстро и без потерь.
властям Москвы желаю обратить внимание на этот участок. Также приглашаю товарищей с канала движения промониторить этот перекресток прекрасный. Ну и вообще всю эту ситуацию. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.